Ой, Женька, если там какая-то гадость... О, что брызнуло на меня. Блин, ёп ты. Пытался, блин, отравить меня. Говно какого-то накупил. Высохшая ветка какая-то. Ну, короче, какая-то дрянь. Короче, можно купить обычный нормальный майонез. И не в***ться. Вот такую вот бадью. Всем привет! Это Марина, Йодей, и сегодня у нас экспериментальный выпуск, настолько экспериментальный и настолько редкий, что я уже забыла, что мы там должны делать. Думай быстрее! Пес поганый. Короче, смысл в том, что Женя выбирает какую-то тему и на эту тему подготавливает много разных образцов, которые я должна попробовать и с закрытыми глазами рассказать, что это такое и что все эти продукты объединяет. В прошлый раз у нас были азиатские продукты, я вот до сих пор вспоминаю, как мне было невкусно и неприятно. Я надеюсь, что в этот раз что-нибудь поинтереснее. Куда уж интереснее, Марин. Не поинтереснее, но повкуснее. Ладно, я готова. Оп. Ай, опять все испорчу, свой мейкап. Это банка. По виду вот я такую рыбную консерву иногда покупаю, риет. Но я не открою так. Мужская сила нужна. Помоги. Мне вот интереснее, как я это буду пробовать. Может, ложку дашь? Говна дай ложку, бля. Ну, пахнет каким-то паштетом, но не мясным, как будто растительным. Только я не могу понять, что это такое. Густое что-то такое. Напоминает густой гороховый суп. Ну, короче, мне кажется, что это горох. Очень напоминает гороховый суп. Я просто, когда готовлю гороховый суп, я добавляю немножечко мяса, и все-таки привкус другой. Вот прям очень похоже. Какое-то гороховое пюре. Да? Да. Молодец я. Ну, прикольно. Я бы даже сказала вкусно. Наверняка многим не понравится, но ничего ужасного нет. Очень даже ничего. Давай дальше. Странная какая-то форма. В таких штучках обычно нарезную колбасу, там сыр продают. А что здесь, я не могу понять. Ладно, как открыть? Нету такой штучки, чтобы открыть. Может, поможешь? Подожди. Не помогу. Боюсь трогать, чтобы не влезть какую-нибудь какашку. Ну, пахнет сыром. Я вот говорила, что это нарезной сыр. Таким каким-то специфическим. Гауду напоминает. С чем-то он даже какой-то зеленью, не знаю. Это что, сыр без молока? У него как будто нет никакой жирности. Может, какой-нибудь безлактозный сыр? Такое бывает? Ну, короче, это точно сыр, и он необычный, он не жирный, он как будто бы не молочный. Вот молочный ешь, и такой вкус сливочный, он такой прямо жирненький. А этот какой-то вот вкус сыра, он как будто вот даже напоминает больше колбасный, да? Он так вот немножечко крошится, у него такая консистенция плотная, твердая. Какой-то, короче, необычный сыр. Сказать, что вкусно? Ну, вот прям если выбирать, ну, я бы съела лучше обычный сыр. Ты мне скажи хотя бы, сыр это или нет? Сыр это. А какой это сыр? Гауда. Гауда? Ну, ты видишь, какая я молодец. Короче, давай дальше. Что-то уже другое. Такое тяжеленькое, кстати. Я хотела сказать, что это какие-то необычные чипсы, но там что-то тяжелое. Ничем не пахнет. Ну, чем-то пахнет, но конкретного запаха нет, чтобы я сразу сходу сказала, что это. Какие-то деревяшки. Блин, а это надо есть точно? А как это надо есть? Ртом. А что это такое вообще? Не понимаю. Какой-то... А может она просроченная? Это очень тяжело укусить, потому что это настолько твердо, как будто бы это высохшая ветка какая-то. Это и есть высохшие ветки. Правильно. Серьезно? Это шутка такая? Ну, это какие-то абсолютно безвкусные крекеры, сухие, которые очень тяжело укусить. Я могу предположить только, что это что-то растительное такое погрызть. Ну, я даже не понимаю, что это. Ну, просто у меня есть сомнение, что это надо есть вот так. Потому что это вообще очень странно кусается. Тут надо их готовить. Ну, блин, вот видишь, это надо готовить. Я же тебе говорю, это невозможно есть, даже укусить невозможно. Это какие-то необычные грибы. Нет. Нет, а что это тогда? Это стрипсы. Но их надо варить. Так стрипсы, что, из чего? Что это за сырье? Не скажу.
А может, пошел ты? Что? Что такое упало? Колбаса какая-то. Колбаска. Но судя по тому, что это мягко, это какой-то паштет. Вот если бы я просто так в магазине вот пощупала. А как мне это вообще интересно вот вскрыть? Зубами? Она же грязная. Во рту знаешь, сколько микробов, Марин? Блин. Ну, Женя, ну как-то не по-человечьи. А если я сейчас покручу, оно лопнет. Лопнет и лопнет. Да ножик хотя бы. Дай Может, говна, лучше. дай ножик, блядь. Все, отрежу палец себе, будешь потом плакать. Ну, паштет. Какой-то не мясной. Тоже какой-то растительный. Тоже напоминает гороховый. Но тот вот был чисто похож на гороховый суп. А этот, а может и мясной. Но он как бы, нет, это какой-то не мясной. Как будто бы заявка на то, что это мясной паштет. Вот у него вкус приправ мясных. Вот, когда делают роллтон, да, делают со вкусом курицы. Вот ты ешь лапшу и кажется, что там курица, но на самом деле это просто приправа. Вот здесь такая же тема, то есть это не мясо. Но как будто бы вот привкус мяса. Типа там курицы или индейки, я не знаю. Ну, по вкусу достаточно вкусно. Я бы съела такое. Сейчас бы на хлебушек намазала бы, огурчику положила бы. И Женька бы съел. Вкусно? Ой, как вкусно. Ты нож убрал, надеюсь? Нет. Блин, потому что необычное вообще, даже не понимаю, что это. Ну, странная такая штука. Блин. Женя, если я... О, что-то брызнуло на меня. Что это такое? Женя, как это провод? Сейчас я вся буду мокрая. Оно вытекает. Блин, Женя, а как это? Что это? Какая-то штучка какая-то вылезла. Это можно уже есть? Не понимаю, что это. Что-то как будто бы типа что-то молочное. Что-то между творогом, сметаной, сыром. Абсолютно безвкусное. Какое-то просто нейтральное. По консистенции что-то напоминает такое желе, которое еще не доделалось. Вот в холодильнике, когда оно такое болтается, все такое мерзкое. Ну, мне вообще невкусно. И с чем это есть, я тоже не понимаю. Может, салат какой-то добавить? Ну, короче, какая-то дрянь. Все. Все. Да и все. Это майонез? Ну, кажется, как будто да. Какая-нибудь гадость очередная. Не пахнет ничем. Ну, слушай, ну это майонез. Достаточно вкусный. Все. Все. Майонез. Какие-то колбасочки, сосисочки. Это необычная упаковка. Как это вскрыть? Ну, пахнет копченым. Как какие-то сосиски. Наверное, какие-то оригинально дорогие, потому что я такую упаковку не помню. Ну, пахнет прикольно. Какие-то колбаски. Блин, я пытаюсь разорвать, а у меня тут оболочка съезжает. Как резина. Как будто это из мяса. Но это не похоже на обычное мясо. Так жуется, как жвачка. Вкус такой вот копченого мяса, и ты кусаешь и ждешь определенный вкус мяса, к которому ты привык. Но как бы нет. Что-то отдаленно напоминающее мясо. Даже консистенцию не могу разобрать. Ну, я бы сказала, что это какие-то копченые колбаски не из мяса. Тебе вкусно? По-нашему говори. Без этого сунь хуй в чай. Слушай, если бы я точно знала, что это вот не мясная колбаса, ну, наверное, вот если бы я не ела обычную колбасу, мне было бы вкусно. Вот если бы обычную колбасу убрать, то это вкусно. Но если прям сравнивать обычную какую-нибудь вкусную колбаску копченую и вот эту, ну, я бы выбрала обычную, если это я правильно угадала. Ну, так. Все, давай дальше. Это что, рыбный риет? Что в таких баночках? Ну, вот есть такой паштет продается. Не знаю, пахнет какими-то томатами. Не знаю, или грибами. Томатами или грибами, одно и то же. Мне надо пальцем пробовать? Что это такое твердое? Я думаю, что там какой-то соус, оно вообще твердое. А как мне это взять? Оно не возьмется. Что мне так как собаки все бросаешь? С волками жить, по волчьи выть, Марина. What? Какой-то, знаешь, напоминает по консистенции маргарин. Мед, типа, знаешь, когда мед застывает, вот ты такой берешь его, соскребаешь ложкой. Что-то и жирное слегка. Я не могу понять вкус. Я не понимаю, что это такое. Может, реально какой-то жир, не жир. Ну, неприятный, невкусный. Короче, как будто вот какое-то растение такое вот бобовое. Может, бобы? Нет. Ай, все тогда.
Что это? Йогурт? Что-то жидкое, вот как творожки такие продаются. Зерненый творог вот в такой сыворотке плавает. Вот это очень похоже. Пахнет то же самое, что-то такое йогуртовое. Я вообще не очень люблю йогурты. Какой-то ванилькой. Напоминает больше сметану. Что-то сахара здесь, походу, нету. Вот отдает ванилином, может, каким-то слегка кокосом. Ну, пусть это будет не молочный йогурт с ванилью и кокосом. Так я сформулирую. Что, угадала? Нет. Пойдем дальше, давай все, ладно. Ах. Ты сучонок. Давай только не в меня, пожалуйста, ничего. Запить мне, как обычно, в конце, да? Ой, я надеюсь, это что-то вкусное. Это же какой-то Бейлис. Ну, напоминает такой ликер. Еще знаешь, что запах марципана. Вот это вот терпеть я не могу, этот марципановый запах. Блин, это какое-то растительное молоко, наверное. Миндальное. Вообще терпеть не могу молоко. И судя по запаху марципана, наверное, это миндальное молоко. Как? Да. Миндальное? Фу. Гламурный сырок. Сейчас сырки стали выпускать в таких вот коробках, дорогие. Нефтя. Там что-то в полиэтилене еще. Какая-то конфетка. В шоколаде. Пахнет орешками. Вкуснота сейчас будет. Ну, это, наверное, какой-то батончик из сухофруктов с орехами в шоколаде. Кажется, что без сахара, потому что не сладкий, но такой за счет орехов достаточно жирный. Ну, вкусно. Мне нравится. Все? Все. Да ну что, я думаю, что это какие-то здоровые продукты. Не знаю, веганские, наверное, судя по тому, что были колбаски, которые не из мяса. Есть такие вот у нас сейчас отделы дорогущие веганских продуктов, где там молоко не молоко, мясо не мясо. Я вот иногда прохожу мимо них и думаю, надо вот попробовать когда-нибудь купить. Отжали денег, а Женька пошел, потратил ползарплаты и решил мне накормить. Ну правильно? Правильно. Ну что, Женька, за эти деньги можно было бы месяц жить. На, чеки. Ты решил меня добить, да? Проверяй. Мне кажется, мне сейчас просто станет плохо. Я вот сейчас посмотрю эти чеки. Колбаски растительные 12,59. Вот эти 4 колбасы 12,59 стоят. Тофу 5,99. Что такое тофу? Вот это, может, вот эта вот фигня? Ну, это вот максимально невкусно. ЗОЖ десертов, смузи. Ну, короче, это основа, я так понимаю, чтобы что-то дальше готовить, но это было невкусно. Паштет веганский на растительных маслах 5,19. Паштет. Вот этот, наверное, паштет. Вот это паштет. Сыр веганский грин Гауда 12,14. Блин, ёпрст. Слайсы 150 грамм. Без глютена, без лактозы. 12 рублей. Состав: вода питьевая, масло кокосовое рафинированное и пошло там загуститель, крахмал, соль. Соус майонезный, без глютена, без лактозы. 4,52. Состав: масло подсолнечное, вода, крахмал, соль, сахар. Что значит без глютена, без лактозы? Тут яичного порошка нет. То есть в обычном майонезе как бы есть еще типа яйцо или яичный порошок. Все остальное то же самое. Просто убрали яичный порошок, добавили загуститель, да, сделали густым, поставили 4,5 рублей и все, типа, сделали веганский соус. Короче, можно купить обычный нормальный майонез. И не вы***ться. Вот такую вот бадью. Миндальное молоко 6 рублей. Надо прилично зарабатывать, чтобы быть веганом. Ну что, пишите, пожалуйста, пробовали ли вы такие продукты, как вообще к ним относитесь, веган вы или не веган, может быть, у вас есть какой-то любимчик из этих продуктов. Обязательно отправьте это видео своим друзьям, напишите комментарий, поставьте лайк, в общем, все как обычно. Я надеюсь, вам было весело, полезно, интересно. Хороших вам выходных. Пока. Я забыла сказать, это была я, это были вы. Всем отличных выходных. Пока. А еще выше можешь сказать пока? Все. Если я тебе буду говорить, в чем фишка, тогда в чем фишка этого выпуска? Я надеюсь, ты это оставишь. Если я буду тебе говорить, в чем фишка, то тогда... Пип-пип-пип-пип.